Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем необычным способом с помощью чернил, причем и красных, и синих, на замечательную тему. Вторая половина сентября. Что вас ждет, что в жизни поменяется, что случится с вами, что вам по судьбе, да? И у нас с вами будет 3 листочка, 3 позиции. Вот у нас всего 3 бумажки я взяла для этого гадания. Я вам все расскажу, все покажу, как это гадание происходит. Оно довольно интересное. И мы с вами, конечно, вот будем все это рассматривать, да, разглядывать, как работает гадание на чернилах. И я вам предлагаю выбрать 3 камушка. Первый камушек, значит, это... Видите, у меня уже все руки в чернилах, конечно. Это аметист. Второй камушек, вторая позиция, это цитрин. И третий камушек, это принит. Вот вам нужно просто интуитивно выбрать один из камушков, чтобы понять, что вас ждет во второй половине сентября. Или просто в ближайшие 2-3 недели, да. Ну, вот так примерно. Вам нужно сосредоточиться, войти, может быть, в душу камня или с помощью генератора случайных чисел себе просто сгенерировать число от 1 до 3, цифру от 1 до 3, да, и выпадет, что выпадет, то и смотрите, допустим. Можно все видео посмотреть. Думаю, что многим будет интересно вообще, как происходит такое гадание, да. Ну и надеюсь, что вы все уже все выбрали. Те, кто еще не выбрал, уделите этому время, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем. Я убираю пока цитрин и принит. И 2 бумажки убираю наши. И вот одну бумажечку я оставляю, абсолютно чистый лист. Смотрите, ничего нет. И наш аметист оставляю. Вот он здесь будет лежать. У меня здесь приготовлены, значит, чернила, красные, синие, и приготовлены 2 пера для чернил. Вот это, как вы видите, уже для красных, а это, как вы видите, для синих чернил. То есть вот такая тема, да, вот такой расклад у нас. Такое гадание интересное. Так, я сейчас, так, обратно сюда засуну, открываю 2 флакона чернил. Открываю. Крышечки вот сюда двигаю. Так. И мы с вами вот так берем, смотрите. И окунаем перо в чернила и наносим произвольные абсолютно линии на листок. Только с одной стороны. То есть только с одной половинки наносим. А вторая половинка будет отпечатываться, как вы понимаете, да? Хорошо. Я наношу абсолютно любые произвольные линии. Чернил лучше зачерпывать побольше на нашу вот такую перо-кисточку. И вот так, как вот вы хотите, вы вводите, да? Если вдруг сами захотите тоже погадать таким способом, как хотите, просто вводите. Можно вверх, можно вниз, можно вправо, можно влево, можно короткие линии наносить, можно длинные. То есть просто как ведет вас интуиция, да, просто интуиция. Хорошо, вот я нанесла, сколько мне достаточно, там, да, просто так почувствовала. Теперь беру синие чернила и опять же начинаю наносить. Окунаю и провожу любые линии, абсолютно любые. Какие только захочу. Невозможно спрограммировать, как сказать, как там спровоцировать, какой будет на самом деле рисунок от этих чернил. Вы просто вводите и все. Вот как оно получилось, так и получилось, понимаете? Какие фигуры получились, такие получились. Все, убираем наши кисточки и складываем листок пополам.
Вот, сложили пополам и начинаем вот так водить по часовой, ой, против часовой стрелки, извиняюсь, неправильно сказала, против часовой стрелки вот так начинаем водить. То есть тут еще правило, что именно против часовой стрелки мы проявляем чернила, да. Мы вот так вводим, можем, конечно, измазаться, если так на то пошло. Как я уже сегодня измазалась. Можем также измазаться. Вполне это нормально, да? Что мы можем измазаться. Это нормально. Поэтому вы можете, если вы дома будете тоже пытаться гадать, делать это в перчатках. Но вот я вам пока сама гадаю, да. Здесь, конечно, включаются экстрасенсорные способности в этом гадании. То есть не только значение каких-то знаков, да, не только, а еще и наши способности подключаем, наше ясновидение, яснознание. Не бывает так, что вы открыли чернила и все, там написано, что «здравствуйте, будет то-то, то-то». То есть, конечно же, я с помощью своих каких-то способностей смотрю ваш вариант, вашу вторую половину сентября. Все, мы, значит, тут что-то потерли, да, и открываем. Вот такой вот получился интересный рисунок. Мы начинаем его с вами вместе рассматривать. Если вы увидели какие-то образы, которые отличны от того, что я вижу, да, или что-то вас насторожило, что-то вас заинтересовало, обязательно пишите. Но я вам буду трактовать то, что вижу я, конечно. Итак, что я вижу здесь во второй половине сентября у вас? Или просто в ближайшие 2-3 недели. Тут выпало очень так интересно. Вот я сразу же увидела здесь, что ведьма летит на метле. Вот смотрите, прям даже и с этой стороны, и с этой стороны. Но это же надо такому случиться. Прям летит. Ну это же потрясающе. Вообще таких еще символов я не видала, да, чтобы они выпадали. Конечно же, это знак. Это знак, что у вас в роду, возможно, были люди с какими-то совершенно неординарными паранормальными способностями, и вы можете проявлять интерес к эзотерике во второй половине сентября и раскрывать свою интуицию, раскрывать, может быть, даже свое умение тоже что-то видеть, да? Ясновидение, яснознание, заклинания какие-то, может быть, заговоры читать, молитвы читать. Вот кому что больше нравится. Может быть, вы обладаете целительной силой. И, соответственно, поэтому образ ведьмы на метле здесь выпал. Ну, то есть образовался, да. Ну, дальше, что я здесь? Вот если смотреть общие тенденции, общий фон, то есть когда мы гадаем на чернилах, мы не только видим фигуры. Не только видим фигуры, мы видим общий фон. И я здесь по общему фону у вас понимаю, что конец месяца, вот совсем конец, там, например, примерно с 28 по 30 число, последние 3 дня где-то месяца у вас очень сильные. Чернила здесь показывают, наш рисунок показывает, что с 28 по 30 сентября вам нужно сделать прям рывок вперед в жизни. Вам нужно себя проявлять по максимуму. Это ваши счастливые 3 дня. Вот последние несколько дней, они у вас счастливые. И совершенно точно вам нужно на эти дни запланировать какие-то крупные дела. Также я здесь вижу, что сначала не очень будет радовать, может быть, или погода, или какая-то окружающая действительность, но потом все наладится. Совершенно точно будет лучше. Могут быть какие-то моменты такие, даже как будто вам холодно. Может быть холодно физическому телу, может быть холодно душе. То есть мы понимаем, что личная жизнь, вот по этому рисунку, да, личная жизнь тоже развивается во второй половине периода. То есть на первую неделю, вот, допустим, мы делим сентябрь пополам. Вот начиная с 14 сентября, допустим, по 21 на первую неделю по личной жизни сильно не рассчитывайте. Вообще идет информация, что вы начнете как будто бы больше ковыряться в себе, разбираться в себе, там, да, уходить от окружающих, уходить от любимого человека куда-то в себя. Если он у вас вообще есть. Если нет, вы не будете проявлять себя в плане знакомств, выхода на улицу, общения с людьми. Вы как-то будете, наоборот, вот внутри себя находиться и прятаться. Вторая же неделя этого периода, где-то с 28
1 с 22 по 30 уже будут гораздо лучше в плане развития личной жизни. Конечно, это видно здесь совершенно точно, что вторая половина периода вот как будто насыщена событиями по личной жизни. Кто-то может буквально вам пытаться, ну, что-то сказать, добиться от вас. Я вообще здесь вижу очень интересные фигуры. Вот смотрите, я здесь вижу птицу. Но птица какая-то, вот она такая смешная, с длинным клювом, любопытная, ужасная, но не особо летающая. С этой стороны она тоже есть. Вот такая птица, она может означать в течение этих 2 последних недель сентября, да, когда вот это период с 14 по 30, будет какие-то, знаете, новости, неожиданные для вас, но и любопытный человек, да. А по поводу личной жизни, вот мы здесь прям видим, как мужчина. Вот смотрите, мужчина, но с большим таким длинным, высоким копьем. И это копье почему-то на птицу направлено. То есть не только вам в сердце направлено, вот хочу от тебя чего-то добиться, да. Для мужчины, если вы гадаете, вы будете пытаться от женщины чего-то добиться, но вы будете как бы вот на кумушек еще настреливаться. Мол, кумушки тебе что-то не то сказали про меня. Вот прям такое будет выяснение отношений. И если вы женщина, мужчина от вас будет добиваться во второй половине периода, к концу месяца, да, последнюю неделю месяца, прям таки чего-то вот как или поговорить, или настаивать на чем-то. Он такой прям вот весь, смотрите, бравый. Он так вот прям смотрит так, знаете, активно вперед и готов шевелиться, действовать, что-то делать. Ну, разве ж такое просто так вот само нарисуется. Только на гаданиях на чернилах можно такое увидеть. Это потрясающе. Иногда вот какие рисунки выходят, потрясающие. И мы здесь видим, что какая-то кумушка что-то вам говорит. Вы знаете, любопытный человек в вашем поле. Кто-то как сплетник, может быть, или сует свой нос во все дела в чужие. Что-то рассказывает, возможно, даже про близкого вам человека. Про кого-то, кому вы нравитесь, или кто нравится вам. Что-то как сплетни собирает. А может говорить про близких, может говорить про друзей что-то, что компрометирует, да? И тут же с этой птичкой пытается разобраться кто-то очень такой активный и лидер по натуре. Вот смотрите, прям это видно, что он даже как-то с ней немножечко воюет, а от вас пытается добиться некого разговора. Если вы не в отношениях, это может быть, ну, какие-то друзья, там, да, какие-то родственники, коллеги по работе. Вот кто-то друг с другом при вас разбираться будет. Прям видно. Дальше, значит, я здесь много вижу сексуальной энергии, много такой насыщенной энергии, концентрации к концу периода и такой взрыв, бум. Вот для многих людей, кто не в отношениях, ну, может вам кто-то приглянуться, может кто-то понравится или хотя бы на кого-то вы засмотритесь. Бывает, кто-то на работе мимо пройдет, красивый, сексуальный, понравился, да. Бывает, кто-то напишет, там, не знаю, ВКонтакте, в Фейсбуке, еще где-то. Может быть, ну, не знаю, пообщался с вами человек, там, да, заказывает что-то, если это у вас клиенты есть. Или где-то вы в очереди с кем-то посидели. Вот все равно кто-то может приглянуться. Много сексуальной энергии. Может быть, у вас даже эта сексуальная энергия прячется. Если вы в паре или в каких-то сложных отношениях, явно идет накал страстей. Конечно, идет накал страстей во второй половине сентября. Это точно видно. Еще здесь понимаю так, вот судя по этим всем образам и символам, что вам могут лететь подарки. Но разные. Вот смотрите, это похожий подарок, как на пистолет, а это на цветок. Но даже как будто цветок, ну как с крестом. Вот цветок с крестом, как будто даже смешанные в символике, могут означать, что вам по судьбе кто-то что-то подарит небольшое, но очень ценное для вас, то есть к сердцу. Так получилось, что вы с этим человеком кармически очень связаны. А вот этот образ как будто какого-то пистолета или чего-то как бы темное, у нас темные чернила с красными, да, смешаны. И вот это темный образ, как будто бы кто-то пытается вам подсунуть что-то. Вот знаете, ну, например, спихнуть свою вещь. Потом что еще может быть? На вещи есть негатив, а вам пытаются ее подложить, да? Ну, подарить. И не зря здесь опять же ведьма на метле. Подзадумайтесь над этим.
Так, какие мы еще образы здесь вообще видим? Если так рассмотреть общий фон, если общий фон рассмотреть, я здесь, конечно, вижу не так много, допустим, треугольников, но больше прямоугольников. Это говорит о том, что ваша жизнь все-таки будет более стабильной во второй половине сентября. Более такой устаканенной, да. Что еще? Вот если вот нижний образ смотреть, это вообще какой-то очень интересный образ. Он похож на вашу жизненную опору. Вот как будто бы высшие силы дают вам к концу месяца подспорье, твердую почву под ногами. Причем именно на этой штуке вот чуть ли не единственный треугольник, разделенный на два треугольника. Это символ стабильности в вашей жизни и как будто есть на кого, на что опереться к концу периода. В начале периода вас как бы мало будут жалеть на самом деле и мало вам сочувствовать. Еще на одной половине листа я здесь вижу кого-то подкрадывающегося. Это символ того, что за вами кто-то наблюдает. И мне кажется, наблюдает прям-таки уже. Дальше я здесь вижу человека, который как будто бы летит, прыгает. Вот смотрите, если это ноги, если это голова, выгнутое тело, руки вперед. Как бы куда-то летит или прыгает. Тут тоже этот человек есть. Это говорит о том, что рядом могут быть, например, дети, да, попрыгунчики. С ними придется много повозиться. Может быть, какие-то занятия, гимнастикой, прыжками. Вот даже это может означать просто спортивные достижения, да? Но все-таки летит куда-то. Летит куда-то. И что может быть? Что вы можете куда-то полететь, да? Вас кто-то, какой-то человек может позвать полететь на самолете. Более того, такой символ может означать риск, что вы во второй половине месяца рискнете что-то сделать такое, что от себя даже не ожидаете. И здесь еще вот такого нарочно не нарисуешь. Вырисовалась рука протянутая, как будто бы ничья, а из воздуха. И причем протянутая к тому, кто рискует. Это говорит о том, что высшие силы протягивают вам руку и что-то предлагают, дарят. Причем что-то очень важное для вас. Важный шанс для вас. И когда вы сигаете куда-то, да, вы рискуете, вас поддерживает рука Бога. Вот у вас есть или ангел-хранитель, или кто-то, вот, или как, связь со Вселенной, да, как это трактовать, это у вас у каждого по-своему, да, но вас поддерживает невидимая рука Бога в вашем риске, а рисковать вы, правда, будете. Вот такой ответ сегодня дали чернила по первой позиции. Идем дальше, идем дальше. Теперь у нас позиция номер 2. Наш замечательный цитринчик вот такой. Не обращайте внимания на мои руки. Вот. Давайте берем второй листочек. Мы сейчас с вами, вторая позиция, будем наносить чернила произвольным способом, красные и синие. И потом мы их будем водить рукой, по ним будем против часовой стрелки. Я вам сейчас все покажу, это очень интересно и увлекательно. Я снимаю крышечки с наших баночек. Самое страшное в этом мире — это уронить чернила. Честно вам скажу, в жизни у меня много чего было, когда-то давно, в прошлом. Так, берем первое перышко. Я стараюсь у него шевелюру придерживать. Это такие у меня непрофессиональные перья. Перья, конечно, перья, да. Кто-то меня там шпынял тогда за леоперд. Так, есть такой юмор же, да. У меня бабушка так всегда смеялась. То перья говорила, то леоперд. Вот я потом также говорю, а кто-то надо мной теперь смеется. Так, наносим на одну половину листа произвольные линии, какие вы только хотите. Вот как она пошла, как отпечаталась, так отпечаталась, как говорится. Можно наносить горизонтальные, косые, вертикальные. Вот как вам заблагорассудится, понимаете? Можно их, как хотите, размазывать. Главное, не рисовать определенные образы, а просто произвольно махать. Я вот даже как бы не задумываюсь, да, включаю свои как бы экстрасенсорные какие-то
способности. И вот так делаю. Теперь берем синюю. И то же самое. Прям начинаем капать. Тоже всяко разводить линии. Они друг с другом будут смешиваться и создавать какой-то определенный рисуночек, да, который мы не можем предугадать, каким будет совершенно. Вот первая позиция была прям очень неординарная, интересная. Теперь смотрите, мы вот эти линии произвольно нанесли и складываем листок пополам. И начинаем против часовой стрелки водить. Вот так надо водить против часовой стрелки. Вот так вводим, вводим против часовой стрелки. И, конечно, мы можем пропитать бумагу и измазаться, но это уже, если вы будете делать дома, можете в перчатках делать. Я измазаться не боюсь, я такая женщина-то. Ничего не боюсь, всего лишь чернила, их можно смыть. Это не страшно все. И все, и так порядочком поводите, как вам тоже интуиция подскажет. Вы тоже можете с помощью своих способностей читать чернила. Вот. А я буду вам читать с помощью своих способностей. Что я вижу. Вы можете свои образы увидеть. Пишите, какие вы увидели образы для себя в этих чернилах. Я баночки закрою, чтобы, не дай бог, они никуда не свалились. Все, поводим, поводим еще тщательно. И узнаем, а что вас ждет во второй половине сентября. Разворачиваем наш рисуночек. Вот, какой-то рисуночек, видите, получился, да? И вы начинаете его осматривать. И вот мы сейчас с вами начинаем осматривать. Так, сосредоточимся. Ну, тут первое, что мне бросилось, конечно, в глаза, это тюльпан, вот этот, да. Ну, цветок. Конечно, это символ того, что вторая половина сентября для вас, вот второй, да, также отпечатался, насыщена любовной историей. Вторая половина сентября для вас это любовная история. Совершенно точно любовная история, возможно, какие-то подарки, знаки внимания, праздники будут. То есть цветок это символ всегда любви, счастья, гармонии в любви. И особенно, когда не синий он вышел бы, а красный. То есть складываться же могут рисунки по-разному. Если бы он вышел синий, я бы сказала что-то другое, а тут вышел большой красный цветок чуть ли не во всю картинку. Конечно, это говорит о том, что развитие личной жизни у вас будет именно на первом месте во второй половине сентября. Вообще, я знаете, что увидела? Первая треть этого периода для вас очень-очень активная, конечно. Вот даже судя по общей картине происходящего. И я понимаю здесь, что вот с 14 примерно по, там, не знаю, по 19, да, очень такой период в жизни важный. Что-то произойдет важное касаемо личных отношений. Какой-то прорыв в личных отношениях или признание в любви. Может быть, и просто откровенный разговор о чувствах. А вот если вы одинокий человек, вам может кто-то сделать знак внимания, и вас это очень впечатлит. Там подарить цветы, что-то подарить, поговорить с вами, пофлиртовать с вами. Вас это очень впечатлит на долгое время, а может там что-то и получится. То есть вот об этом говорят эти цветы. Вообще, как я ни старалась размять, да, вот этот рисунок, две половины здесь не сильно похожи друг на друга, то есть только частично. Бывает, половины отпечатываются очень сильно похожими, как в первой позиции, а здесь нет. Причем вводишь всегда одинаково сильно, да, против часовой стрелки, а все равно видите, как вышло. То есть это говорит о чем? О том, что не все ваши возможности второй половины сентября вы реализуете на практике. У вас гораздо больше энергии вливается в вас от духов рода, от ангела-хранителя, чем вы реализуете на практике. Может быть, это у вас уже вошло в привычку, и вам нужно задуматься над этим, что у вас есть много сфер жизни, над которыми стоит поработать, особенно самореализация, развитие, творчество. Это совершенно здесь точно, что вам нужно над этим работать.
Ну, что я здесь вижу? Вот судя по тому, какие линии сложились, как они сложились. Конечно, у вас вторая половина сентября будет для вас теплым временем. То есть, несмотря на то, что вы не очень активны, не так активны, как хотелось бы ангелу-хранителю, духом рода, но и не только благодаря личной жизни, просто будет теплым, потому что будет много приятных событий. Здесь, возможно, в вашей жизни будет играть какую-то основную роль человек со знаком зодиака, или рак, или скорпион. Ну вот посмотрите, ну щупальцы прям такие. Вот как бы как складывается рисунок в такой знак зодиака, или рак, или скорпион. Согласитесь, вы сами, скорее всего, это заметили. Также я здесь вижу, опять же, вот как будто бы и самолет похоже на самолет, да, то есть у вас может быть поездка. И также на рыбу похоже, но как на золотую рыбку с красивым хвостом. Если это рыбка, и вам видится больше как рыбка, то у вас будет большое денежное прибавление, но во второй половине периода, то есть после уже 21 числа. Если это самолет, вот я говорю, что у вас может быть даже поездка куда-то в сентябре. Что я еще здесь вижу? Здесь у нас есть образ, ну вот не знаю, как для вас, вот как будто бы какого-то дракона, большого дикого зверя с таким, вот знаете, рычащим таким. Видите, вот как вот прям он такой интересный зверь, как дракон. Это может быть для вас очень серьезный покровитель. Причем он внизу, значит, он все это держит на себе. Этот серьезный покровитель может выражать свой характер вам, то есть показывать свой характер. И вы знаете, бывает такое, что мы, конечно, может быть и лидеры, но должны считаться с кем-то выше нас. Вот у вас во второй половине сентября вы явно должны считаться с кем-то выше вас. Это мужская, очень мощная сила, агрессивная сила, такая тираничная. И когда дракон выходит, мы понимаем, что ссориться с драконом — это только себе наживать огромного врага. Соответственно, если у вас и есть денежное прибавление, то может быть и благодаря-то дракону. Но дракон уж больно ядреный и серьезный человек. И вам нужно быть осторожнее. Не злите дракона, он вас может спалить, он изрыгает пламя. Это дикий страшный зверь. И, соответственно, это может быть человек, даже рожденный в год дракона, понимаете? Не ссорьтесь с человеком, рожденным в год дракона. Конечно, это покровитель, конечно, это сильный человек, конечно, это мощный человек. Это символ, опять же, мужчины. Часто мужчины такие бывают, как драконы, да, символ дракона. И если вы с таким ядреным человеком связались, да, просто отдавайте себе отчет, что ваши лидерские качества включать нельзя. Соревноваться с ним нельзя. Потакайте ему во всем. Старайтесь соглашаться. Ну, конечно, уж там не на дикие какие-то глупости, да, но старайтесь соглашаться. Вообще энергии воздуха здесь еще много. Вот я заметила, драконы, кстати, связаны не только с энергией огня. Они связаны и с энергией воздуха. И здесь энергии огня даже не так много, как энергии воздуха вот в этом рисунке. И, соответственно, может быть такое, что вы будете переменчивы в своих взглядах, что-то поменяете, да, внутри себя, вот именно как мнение о ком-то и о чем-то в течение этого периода. Также вы можете общаться со знаками воздуха больше. Это Весы, Водолей и Близнецы. И, соответственно, вас могут окружать общительные, веселые, необычные люди. Однако вы не всем будете раскрываться. Вы человек такой более подзакрытый, чем эти люди, которые будут с вами общаться и как-то активно выходить на связь, дружить, да? Давайте повертим. Повертим. Тут опять цветы. Вот смотрите, опять красные цветы. Но это ж надо. Еще я здесь вот такие необычные образы вижу. Вот как фея. Фея — это символ волшебства, необычности, неожиданности. Вас может ждать, во-первых, человек с неординарными какими-то способностями, да, и
вы, пообщавшись с человеком, получите, например, откровение какое-то. Но может быть просто жизненный сюрприз. Ну, допустим, неожиданная какая-то встреча, да, с человеком из прошлого, кто давно хотел пообщаться с вами. Что-то волшебное происходит, то, что вы даже не думали, что может произойти, да. Фея. То есть, когда фея появляется, ясно, что в жизни творятся чудеса, волшебство. А еще, если ассоциировать с феей из сказки «Золушка», вас могут нарядить. Вот натурально вы можете сменить себе образ, да. Вот взять и просто его сменить. Тут еще выпрыгивающие из воды дельфины. Дельфины – это символ любви, верности и дружбы, да, но также это символ экстрасенсорных способностей, то есть экстрасенсорики. И, конечно, вы можете вызнавать что-то по поводу, ну, например, либо своих способностей во второй половине месяца, либо читать эзотерическую литературу, либо даже общаться с людьми, у которых неординарные совершенно способности, да. Я здесь вижу, что вы будете иметь невероятный к кому-то сексуальный импульс, но вы его не реализуете, вы вряд ли покажете. Вот даже посмотрите, сравните, здесь сколько красного, а здесь сколько. То есть вы не все расскажете людям и человеку о том, что у вас импульсы есть, как бы не выразите все чувства, которые у вас есть. Все равно к кому-то будете неровно дышать. Более того, здесь совершенно видно вот этих птиц, да, синюю и красную. Вам идут две очень интересные новости. Эти новости будут друг друга, ну, или взаимоисключать, или просто противоположны друг другу. То есть вам скажут с двух разных источников вещи, которые друг другу противоречат. Вы будете озадачены, вы будете не понимать, а что это происходит, почему два разных мнения настолько противоположны. И вы будете искать истину, вы будете искать правду. Скорее всего, о ком-то, кто важен для вас, понимаете? Так, что еще мы здесь увидим? А я здесь вижу вообще символ павлина еще и. Или, вообще, может быть, вот тут орла, тут павлина даже, опять же. Это интересно, да, вот повертишь, и раз, и другие образы. Раз, и другие образы как бы складываются в голове, да, интересно. Если павлин – это символ гордого человека, который гордится своим богатством, но и также это символ для вас богатства и процветания, и величия. И, может быть, то, что вас будут ценить в обществе, и очень вами восхищаться, не возгордитесь, да. Но также рядом с вами может ходить павлин. Орел – это человек очень дальнозоркий, кто видит всех и все насквозь и вокруг, да, себя. Обладает лидерскими качествами, обладает слишком большой проницательностью. Вот павлин – это как раз-таки недальновидный человек, кто гордится своим платьем, да, как говорят, или костюмом. А орел – это тот, кто не обращает внимания на костюм, но очень насквозь видит намерения всех окружающих людей и может быть мудрым, но острым на язык. Вот у вас еще могут быть такие люди, да, в окружении. Но и также это оба символы возвышения и богатства. Помните о том, что если вы хотели подняться по карьерной лестнице, это стоит планировать на вторую половину сентября. Так. Я вообще вот если отодвигаю так, то вижу много передвижений, полетов и танцы какие-то. Вот видите, как будто тут кто-то танцует, раскинув руки. Тут кто-то летит на крыльях. Ну, как будто у вас такая жизнь, вроде как она должна быть очень насыщенной, но вы не хотите это реализовать. Но здесь есть тоже танцующий человек, да? И здесь тоже есть символы, что можно полететь. Просто вы не так активно будете, может быть, к этому двигаться, или вас придется уговаривать. Вот здесь вообще даже такой образ, да, интересный. Такой полет, танец, бег даже такой навстречу судьбе. И как будто бы ветер развивает там платье, волосы. Смотрите, как интересно. Такого даже рукой-то иной раз не нарисуешь, как тут изображено. Посмотрите. Вот, может быть, вы освободитесь от чего-то. Вот это символ ведь свободы, счастья, легкости.
Побежите вдоль моря или по полю. Скажите, я свободный человек, ура, мне счастье привалило, у меня отпуск. Или еще что-то вот такое. Символ, да, символ свободы и счастья. Интересный такой раскладик вышел на чернилах. А мы идем с вами дальше. Ну вот что вышло, то вышло, да, интересно. Мы идем дальше. И следующий у нас камень — это принит. Принитик. Что же вас ждет во второй половине сентября? Давайте смотреть. Я беру листок бумаги. У меня есть 2 баночки чернил, красные и синие. И 2 вот таких странных перышка. От странных птиц, да, тропических, скорее всего. Давайте открывать наши баночки аккуратно. Главное их не пролить. Этого я себе не прощу, да. Очень страшно пролить чернила, это правда. Можно ничего никогда уже не отмыть. Хорошо, давайте сконцентрируемся. Сейчас я немножечко сконцентрируюсь, потому что уже 2 позиции было. Мне нужно собраться. И берем сначала перышко для красных чернил. И начинаем окунать и наносить на одну половину листа разнообразные полоски. Вертикальные, горизонтальные, косые. Как вам удобно. Вот если вы дома будете пытаться, включайте, конечно, свои экстрасенсорные способности и наносите вот просто в медитативном состоянии любые полоски. Какие только душе угодно. Они могут быть широкие, могут быть узкие. Вот как оно пойдет. А главное, не пытайтесь рисовать что-то определенное, потому что тогда не получится гадание. То есть вырисовывать нельзя. Просто наносить всякие полоски. Мазать как бы вот. Просто мазать вот как есть и все. Теперь берем синее перо для синих чернил. И также точно прям наносим всяко, мажем, смешиваем, да. То есть они должны друг друга дополнить, эти чернила. Ух ты, даже как получилось! Теперь складываем листочек пополам. Видели, как брызнуло? Это ж надо, у меня такого не бывало еще. Так, тут даже протекло. Видимо, у вас какие-то интересные, насыщенные события. И начинаем вот так вращать против часовой стрелки. Предупреждаю, вы можете измазаться, как я. Если дома будете такое делать, можете измазаться, как я. Вот так вращаете против часовой стрелки. Так делать нельзя, конечно, было. Мять нельзя листочек, смотрите-ка, не хочет. Вот так его всяко-всяко трете, мнете, в общем. Нет, не мнете, неправильно сказала. Выкручиваете туда-сюда, да. Все, вот так поделали. Это называется дети перемазались, да? Только взрослые дети. Главное чернила закрыть. Все, вот у вас листочек есть. Давайте еще немножко поводим. И разворачиваем наш рисунок. Что же у вас будет во второй половине сентября? Бедные мои ногти, боже. Ух ты! Какой интересный, необычный рисунок. У вас неординарный рисунок вышел совершенно. Потому что, вот смотрите, были рисунки на первой позиции, на второй позиции, да? А у вас, смотрите, какой необычный, неожиданный. У меня там даже чернилами брызнуло. То есть это что-то значит, да? Вторая половина сентября у вас явно насыщены событиями, естественно, все эти дни. Вот кому-то я рассказывала начало периода более насыщенно, кому-то середина, кому-то конец. У вас полностью весь период очень насыщен событиями. Это яркий период вашей жизни, вторая половина сентября. Очень яркий. Готовьтесь к тому, что у вас в жизни что-то будет необычное. Тем более, что здесь выпал вот такой посередине огромный интересный треугольник. В этом треугольнике круг, а в кругу 2
мордочки, так скажем, я бы их назвала капибары, но ладно, может быть, это муравьеды, направленные друг на друга. Вы знаете, такой треугольник, да еще и вот так направленные мордочки, все равно говорит о том, что вы с кем-то найдете коннект, так скажем, и будут отношения как будто бы, если смотреть на круг, прям закольцованные. То есть идет к браку, допустим, да, или в браке сильное укрепление, или вы можете встретить свою судьбу, потому что это необычный знак, вот такой треугольник, это очень необычный знак. И он посередине встал, этот треугольник, что тоже необычно. Вы только посмотрите, какой он большой. Он и из красных, и из синих состоит чернил. И здесь явно обозначен союз. С кем-то вы объединитесь. Ну, может быть, это будет бизнес-партнерство, но очень такое мощное. Я вижу здесь много положительных тенденций. Конечно, правит энергия Земли и энергия огня. Вот. Но и вода немножко примешивается. Это могут быть разные люди, которые дополняют вас в жизни, которые участвуют в вашей жизни. Я здесь вижу по общему фону, что вы даже погодой или окружающей обстановкой будете очень довольны. Вот такое чувство, что все играет вам на руку. Это удача. Вот именно много удачных моментов будут, да, что высшие силы дают вам шансы. Давайте смотреть на наши образы. Вы можете видеть свои образы, и тогда обязательно мне расскажите, что вы еще здесь увидели. Но я внизу вижу двух больших слонов. Вот хобот, ножки, да. Вот я это вижу как двух слонов. И, конечно, слоны – это символ достатка, богатства и процветания. Причем на них, на этих двух слонах, стоит весь ваш рисунок. Конечно же, у вас богатый период. Осень принесла вам урожай. Ну, принесет еще только в будущем. И этот урожай будет колоссальный для вас. И получается, что эти слоны, да, они еще и как будто ваши духи-защитники по роду, ангелы-хранители. Может быть, это у вас один мощный ангел-хранитель, кто дает вам много силы и энергии. Я здесь вижу вот такие большие, как будто бы как женские фигуры. Вот даже не мужская как фигура, да, а женская. Это говорит, если вы женщина, то вы очень преуспеете с помощью просто своих женских качеств, то есть своей привлекательности, страстности, сексуальности, умением, так скажем, заворожить собеседника, да, харизматичность такая и лукавый взгляд, может быть. То есть, если вы будете общаться с людьми именно таким образом, следить именно за своей внешностью, вы добьетесь просто невероятных вершин, потому что такие большие женские образы, они просто так не возникают. У вас есть женская сила. Если вы женщина, если вы мужчина, держитесь, какая-то дама западет к вам так в сердце, что вы действительно ей подарите кольцо. А для женщины, ну, она для мужчины невероятно привлекательна, конечно. Что я еще здесь вижу? Я здесь вижу человека в шляпе. Это может быть для вас как женский образ, потому что длинное пальто и даже как вуаль, да, или накидка, так и мужской. Вот если это для вас женский образ, вы это больше ассоциируете с женским образом, то, скорее всего, вас ждет поход в гости к подругам или еще куда-то. Но там будет неожиданная встреча, потому что вы не знаете, видите, в облако, вы не знаете, куда идете. Раз вы не знаете, с чем вы сталкиваетесь, куда вы идете, да, то там могут быть совершенно неожиданные вещи вот происходить в гостях. То есть вас во второй половине сентября явно ждет поход куда-то в гости, да. Если это для вас мужской образ, то человек явно, несмотря на то, что он не знает, как вы отреагируете, будут делать что-то в вашу сторону неожиданное и необычное. То, что вы даже не думали, что человек может сделать. Вот здесь я даже вижу символ сердечка, большая любовь. То есть на вторую половину сентября у вас как деньги выпали, так и большая прям любовь. То есть огромное большое сердечко. Это говорит о сильной любви, о сильной привязанности душевной и о развитии, конечно же, отношений. Так, что я здесь еще вижу? Я здесь вижу как будто смену образов. То есть
одна половина, она практически идеально похожа на другую, но не совсем. Значит, вы можете что-то менять во внешности. Вот еще раз повторю, прям если действительно усовершенствуете внешность, да, работаете над образом, плюс хитринка в глазах, плюс вот такая вот, не знаю, такое умение, да, поддержать беседу, заинтересовать собеседника, вот чего угодно можете добиться, там, повышения по карьерной лестнице, больших денежных вливаний, в том числе предложения, да, чего угодно. Так, и что мы здесь еще видим? Ну, небольшие облака я здесь, конечно, вижу. Могут быть мелкие проблемы, которые вы быстро решите. Без проблем в нашей жизни не бывает, не происходит, да. Так, еще я здесь, знаете, что вижу? Вот как будто бы, видите, вот как крылья, вот как символ крыльев, видите? То есть это символ либо полета фантазий, либо это символ полета куда-то. Тут вот еще вижу растущее дерево. Этот символ нельзя никогда пропускать. Это ваши возможности улучшить свое здоровье и укрепиться в жизни. Вот даже еще один такой символ вижу. Причем с обеих сторон. То есть у вас есть возможность именно, может вылечить какую-то болезнь или укрепить здоровье. Дерево — это символ здоровья, долголетия, символ укрепления корнями вниз, да, то есть именно как будто бы в каком-то месте закрепиться. Это вообще очень много энергии дерево дает. И непоколебимость ваша. Так, давайте повертим. Тут прям как трубы вверх трубят. Смотрите, ваша победа, да? Такое чувство, что вот какое-то есть что-то беспокоящее вас, какое-то дело, проблема, и вы прям выигрываете. Раз, и трубы трубят, что ура, выиграл человек, победил это все. Тут вижу два больших ботинка. Причем больше как или кроссовки, или мужские. Смотрите, нарочно не нарисуешь. Образы двух ботинок. Первое, что может быть, мужские ботинки, да, для женщины. Мужчина пришел в гости, поставил ботинки в коридоре. Пришел обратно. Мужчина пришел обратно, да. Может, кто-то ждет мужчину обратно. Вот. Также ботинки — это всегда символ, во-первых, когда человек твердо стоит в жизни на ногах, а во-вторых, он все равно куда-то держит путь. То есть путь здесь, какая-то дорога у вас все равно будет во второй половине сентября. Уже много таких знаков было. Вот здесь образ как какой-то дамы, да, такой светской дамы. Вот как платье, смотрите, такое длинное. У вас волосы, так прическа. У вас может быть светская вечеринка, поход в ресторан, поход на дискотеку, там, не знаю, в клуб, на праздник какой-то. То есть вас куда-то пригласят, это точно, и не раз причем. Я уже это говорила, то есть у вас может быть много мероприятий именно во второй половине сентября. Так, что еще мы здесь видим? Здесь вижу как будто бы вот образ ребенка. Вот смотрите, с двух сторон. Может, это двое ваших детей, а может быть, это ребенок просто как символ, что вы пообщаетесь с детьми, или будет новое начало в жизни. Здесь вообще вижу, как будто кто-то едет на чем-то. То есть, опять же, символ много кататься на автомобиле, на транспорте, да, будете. Так, рассматриваем. Я здесь, знаете, еще как вижу. Вот как будто бы образ того, что человек забрался на вершину. Вот что здесь такое есть, что вот здесь, смотрите. Вы как бы достигаете много чего, вы достигаете своих целей. Ну-ка, с этой стороны есть такое. Воспользуйтесь вы этими возможностями. Да, вот смотрите, у вас идет эта возможность, как возможность, да, и реализация. Вы действительно можете взойти на вершину. Если вы хотите куда-то пробиться, пользуйтесь концом сентября. Тут опять мужской образ, видите? Мужчина стоит, что-то говорит, может даже курит. Кто-то будет, вот, может не один даже мужчина будет с вами общаться, и много общаться. Для мужчины это может быть какой-то важный друг. Так, что еще здесь? Давайте вот так смотреть подальше теперь.
Образов очень много в чернилах. Можно бесконечно, мне кажется, видеть образы и говорить, потому что вот как неисчерпаемый обычно рисунок. Вот помните, я вам сказала, что вы будете довольны погодой или теплом. Но тут все равно как будто не без дождя. Вот какие-то и проблемки будут небольшие, и тучки небольшие. Вот сильно недоброжелателей много не вижу. Они у вас есть завистники? Но сказать, что это прям враги, я не думаю, что это именно будут вам, ну, враги палки, колеса вставлять. Нет, как раз-таки период, когда вам никто не будет вставлять палки в колеса. Меня вот эти еще интересуют. Горки, да? Как бы у кого-то могла бы быть ассоциация с плавником акулы, у кого-то с мысом. Знаете, такая гора, да, и под ней лес. Может быть, вы в какую-то гористую местность поедете. То есть тут гора небольшая, а дальше как равнина, да, вот что-то такое. Место, где есть одна большая гора и равнина, да. А если с плавником акулы ассоциируется, акула — это очень сильная мощь, энергия, да, и захват. То есть вы сможете захватить любые цели, которые вы преследуете. Ну, вот такой ответ сегодня вам дали чернила. Пишите, понравилось вам или нет это гадание и продолжать ли его. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.